Репчатый лук – наиболее распространенная овощная культура. Благодаря особенному аромату и лечебным свойствам лук является незаменимым продуктом питания. Химический состав лука непостоянен. Зрелый лук содержит в себе много минеральных веществ, таких как сера, калий, фосфор, кальций, магний. Также в состав лука входят необходимые витамины С, А, В1, В2 и незаменимые аминокислоты, в сумме составляющие 520 мг на 100 г сырого вещества. Лук репчатый – это многолетнее растение, которое состоит из трубчатых листьев, видоизмененного побега луковицы, укороченного побега донца, на котором закладываются почки. Лук репчатый является холодостойкой овощной культурой. Оптимальная температура для развития в период вегетации составляет от плюс 17 до плюс 19 градусов Цельсия. Минимальная температура, при которой возможно развитие растений, составляет плюс 5 градусов Цельсия. Это самое низкое значение температуры как для прорастания семян, так и для развития биомассы растения. Производить сев лука необходимо как можно раньше. Это нужно учитывать при выборе предшественника. Лучшими предшественниками на юге Украины являются черный пар, ранний томат и бахчевые. Допустимым предшественником также считается озимая пшеница, но после данной культуры существует большая вероятность увеличения количества почвенных вредителей, которые способны повредить как всходы лука, так и капельную ленту. Основная обработка почвы включает в себя следующие мероприятия: дискование, вспашка на глубину 25-27 см, 1-2 культивации по мере отрастания сорняков. Поле должно уйти в зиму максимально выровненным. Предпосевная обработка почвы – очень важное мероприятие в технологии выращивания лука репчатого, так как дальнейшее производство выровненных по форме и размеру луковиц во многом зависит от структуры почвы. Весной обработка почвы, как правило, ограничивается только баранованием. Допустима одна поверхностная обработка почвы культиваторами сплошной обработки на глубину не более 4 см. Посев лука производят при первой возможности выхода в поле. Глубина посева составляет 2,5-3 см при поверхностном орошении и 1,5-2 см при капельном орошении. Норма высева лука составляет 0,7-0,9 миллионов на гектар для ранних гибридов и 1-1,2 миллиона на гектар для поздних гибридов. Схема посевов лука на капельном орошении зависит от ширины колеи трактора и для каждого предприятия индивидуально. Точность высева – это показатель, который имеет огромное значение для получения однородных луковиц высокого качества. Система точного высева обеспечивает одинаковым расстоянием между луковицами, что в свою очередь дает возможность растениям развиваться в одинаковых условиях. Желательной точности высева семян можно добиться, используя разные высевающие аппараты, приставки и изменяя регулировки высевающего аппарата сеялки. Лучшим выбором является пневматическая сеялка, которая поддается тонкой регулировке и обеспечивает точный высев и равномерную густоту посевов. Лук обладает слаборазвитой корневой системой. Основная ее часть находится в 20-сантиметровом слое почвы, поэтому он очень сильно требователен к регулярному водоснабжению. В течение всего периода вегетации лука имеются два наиболее критических момента, которые наиболее влияют на будущий урожай. Первый период – прорастание семян, всходы. Второй – период интенсивного роста луковицы до начала полегания пера. Для нормального развития растений необходимо обеспечить постоянное поддержание почвенной влаги в корнеобитаемом слое почвы, глубина которого для лука составляет 20-60 см. При интенсивном развитии вегетативной массы влажность почвы должна составлять около 70% от наименьшей влагоемкости, а при формировании луковицы 80%. Отсутствие стабильного уровня водообеспечения растений может привести к удлинению луковицы. Также можно наблюдать разрывы в покровной чешуе, которые происходят вследствие вторичного роста луковицы из-за нерегулярных поливов. Наилучшим способом полива является капельное орошение, ведь при таком поливе вода подается прямо в зону корневой системы, а испарение идет только через растение. При использовании капельного орошения на четырехрядной грядке лента должна размещаться между первым и вторым, третьим и четвертым рядами. Также через систему капельного орошения проводятся подкормки минеральными удобрениями, которые вместе с водой равномерно распределяются под каждое растение. Лук репчатый – культура довольно требовательная к высокому плодородию почвы. По выносу элементов питания лук уступает только корнеплодам, капусте и некоторым видам бахчевых.
Гибриды острого лука на 1 тонну продукции выносят больше элементов питания, чем сладкие. На практике при выращивании лука на капельном орошении практически всю норму удобрений вносят методом фертигации. Подкормку начинают производить с появлением первого настоящего листа. До этого полив производят только водой. С появлением первого настоящего листа дают только фосфор в виде ортофосфорной кислоты. В это время молодые растения могут испытывать различные стрессы от перепада дневных и ночных температур. В таком случае очень важно дать удобрения, которые обладают высокой растворимостью и содержат в себе не только необходимые элементы питания, но и вещества, которые могут работать как антистрессанты. Лучшим решением будет применение комплексного удобрения «Плантатор» 10-54-10 в норме 2 кг на гектар. Фосфор в начале вегетации влияет на активное развитие корневой системы, чем улучшает поступление питательных элементов в растения. Повторное внесение фосфора производят через 3-4 дня. На 3-й раз вместе с фосфорными удобрениями вносят азот в виде аммиачной селитры в норме 5-10 кг на гектар. Далее с каждым поливом норму азота постепенно увеличивают. Калийные удобрения в самом начале вегетации не дают. К моменту, когда лук сформирует 6-7 лист, необходимо внести азота 70%, фосфора 60-70%, калия 30-40% от запланированной нормы. Начиная с 6-7 листьев, каждые 2-3 дня с поливом дают 12-15 литров ортофосфорной кислоты, 50-75 кг аммиачной селитры и около 30-50 кг сульфата калия. Для лучшего использования вносимых элементов питания необходимо вносить препараты на основе гумата калия, которые увеличивают всасывающую способность корневой системы растений. В качестве такого препарата можно использовать органоминеральное удобрение «Ростконцентрат» в дозировке 4-6 литров на 1 гектар методом фертигации. Если питание растений методом фертигации не производится 2 или 3 дня, то норму удобрения нужно увеличить в 2 или 3 раза соответственно. Также нужно учитывать тот факт, что при увеличении дозы удобрения также нужно увеличить поливную норму в 2 или 3 раза, которая будет составлять в данном случае около 100 кубов воды на 1 гектар. В качестве листовой подкормки можно использовать следующую смесь. Ростконцентрат 1 литр на гектар, плюс хелатин мультимикс 1 литр на гектар. Плантатор 10-54-10 в норме 2 кг на гектар. Обработку данными препаратами стоит произвести в фазу образования 3-4 настоящего листа. Начиная с фазы 6-7 листьев, необходимо вносить удобрения с повышенным содержанием калия, например, хелатин калий, который благодаря своей универсальной формуле может применяться как для внесения путем фертигации, так и для листовой подкормки. На щелочных почвах лук очень хорошо реагирует на внесение марганца. Если растения начинают испытывать дефицит в этом элементе, необходимо внести хелатин-марганец в дозировке 1 литр на гектар. Чтобы луковицы были крепкими и твердыми, необходимо произвести несколько некорневых подкормок препаратом хелатин-кальций. Борьба с сорняками является залогом будущего урожая, так как лук является медленно растущей, но светолюбивой культурой. В фазе кнутика лук наиболее чувствителен к действию гербицидов, поэтому в эту фазу их использование недопустимо. Почвенные гербициды необходимо вносить по влажной почве. Во избежание повреждения всходов лука необходимо производить полив на 4-5 день после их внесения. Селективные контактные гербициды начинаем вносить с появлением первого настоящего листа и до появления 5-6 настоящих листьев. Дозировка в данном случае увеличивается с каждым появившимся новым листом. За день до применения контактных гербицидов и на следующий день после него поливать растения лука запрещено. Основными заболеваниями лука являются шейковая гниль, фузариоз, вызывающая загнивание донца, переноспороз и альтернариоз. Основными приемами борьбы против данных заболеваний являются соблюдение севооборотов, протравливание семян, системные обработки фунгицидными препаратами каждые 10-12 дней, а при влажной погоде каждые 5-7 дней. Основные вредители лука – это луковая муха, трипсы, луковая моль, луковый скрытохоботник, луковый клещ. Методы борьбы против всех вредителей в основном включают в себя применение инсектицидов и инсектоакарицидов. Главным признаком того, что близится уборка, является полягание листьев. Это происходит по причине того, что шейка луковицы теряет тургор.
В это время начинается отмирание корневой системы. Луковицы покрываются сухой и крепкой чешуей. Прекращается образование новых листьев. Вегетирующий лук рекомендуется обрабатывать регулятором роста фазор, который ингибирует прорастание луковиц при хранении, тем самым продлевая срок его хранения. Существуют две технологии уборки лука – вручную и механизированная. Механизированная, в свою очередь, делится на одну- и двухфазную. Наименьшие потери составляют при однофазной уборке, которая включает в себя выкопку лука с одновременным подбором и вывозом его из поля в хранилище, где проводят его очистку и досушку перед закладкой на хранение. Лук хранят двумя способами – с замораживанием и без него. Для острых сортов лука оптимальный режим хранения без замораживания при температуре -1, -3 градуса Цельсия. Для полуострых и сладких – 0–1 градус Цельсия. Необходимо избегать высокой влажности воздуха, чтобы не спровоцировать прорастание луковиц и не допустить развития серой гнили в области шейки луковицы. Лук репчатый – это культура интенсивной технологии производства, поэтому ее выращивание предусматривает высокие затраты, а при применении сортов с низким генетическим потенциалом невозможно получить высокой урожайности даже при интенсивной технологии. Поэтому для достижения максимального результата при выращивании лука необходимо подходить комплексно, используя передовые технологии, которые включают в себя высокий уровень агротехники, использование семенного материала с высоким генетическим потенциалом, внесение минеральных удобрений, регуляторов роста и микроэлементов в хелатной форме.